Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов мы будем говорить о пустоте под ногтями. Данное явление называется анихолизисом. Такая пустота образовывается при отслоении ногтя от мягких тканей пальца. Частой причиной это является перепаленная или перепиленная ногтевая пластина. Почему пекут ногти в лампе? Пекут они из-за того, что идет химическая реакция. Ваш гель застывает, то есть полимеризуется, и при этом происходит экзотермическая реакция, то есть химическая реакция, сопровождающаяся выделением теплоты. Поэтому ноготь нагревается. Чтобы не было химических ожогов, клиент ни в коем случае не должен терпеть данные ощущения. Для того, чтобы ваш гель не пек, либо смените материалы или сделайте на вашей лампе мощность меньше. У меня лампа Sunvan. Для этого кнопку включения нужно нажать и задержать на пару секунд. Мощность лампы становится меньше, поэтому гель застывает плавней, соответственно нагревается не так быстро. Также, если ваши материалы пекут в лампе, чтобы избежать химических ожогов, ваш клиент должен сушить ногти таким образом. Нанесли материал на ноготок. Клиент кладет руку в лампу на пару секунд, затем вынимает. Клиент ручку переворачивает вверх дном. Таким образом, материал не растекается по ноготку и не затекает на кожу. Таких телодвижений должно быть около 4-5 раз. При данной процедуре материал схватывается и не успевает нагреть ногтевую пластину до химического ожога. Конечно, когда клиент приходит с такой проблемой, как отслоение ногтя от кожи, нужно отправить клиента к доктору, чтобы в больнице сделали соскоб и проверили, есть ли на ноготке бактериальное или инфекционное поражение. В данном случае клиент пришел от другого мастера, и по рассказу клиента мастер говорил терпеть, когда в лампе жжет. Так должно быть. Нет. При любой процедуре маникюра клиент не должен ощущать никакого дискомфорта, неприятных ощущений и тем более боли. Поэтому, когда ваш клиент приходит от другого мастера, и даже если это клиент ваш, старайтесь снимать старый материал как можно тоньшим слоем, чтобы увидеть ногтевую пластину и ее состояние. Видим, что ноготок поражен практически до середины. Для того, чтобы увидеть конкретнее, пшикните на ноготок спирт или дегидрат. На мокром ноготке пустоту будет видно намного детальней. Теперь мы снимаем длину. Чтобы ваш клиент не ощущал дискомфорт, придерживайте ноготок и аккуратными плавными движениями в бок продвигайтесь керамической насадкой, пока полностью не уберется вся длина. Затем материал с ноготка, с кончика снимите как можно больше, но ни в коем случае не повредите ноготок. Для того, чтобы срезать пораженный участок, нам нужно размягчить ноготок. Для этого можете поместить ноготок клиента в мыльную теплую воду минут на 10-15. Ноготь раскиснет и станет мягким. Либо же только на пораженный участок ногтя нанесите ремувер. Ремувер также размягчает как кожу, так и ноготь. Ремувер оставьте на 5 минут. Уберите излишки ремувера. Теперь возьмите накожницы или щипчики и аккуратно срежьте основную часть пораженного участка. При данной процедуре клиент не ощущает никакого дискомфорта, так как ноготь не закреплен в этом месте к коже. И по ощущению клиента мы просто срезаем свободный край ногтя. Во время процедуры следите за реакцией клиента и предупредите, если у клиента будут какие-то неприятные или болевые ощущения, чтобы вы контролировали движение щипчиками. Срезав основную часть пораженного участка, мы продолжаем обрезать мелкие участки как можно плотнее под натуральный ноготь. Затем берем алмазную насадку и на оборотах приблизительно в 20-25 тысяч мы зашлифовываем торец ногтя, чтобы убрать пустоту как можно плотнее. Затем тщательно обрабатываем ноготок спиртом, либо можете взять перекись водорода. После этого ноготь обрабатываем бескислотным праймером, для того, чтобы ноготь не перепаливать еще сильнее. По правилам, пораженные ноготки нужно оставлять без покрытия, но большинство клиентов не хотят ходить с пораженным ногтем в открытую. Поэтому предупреждаем, что коррекцию нужно делать как можно чаще, приблизительно через 2,5-3 недели. Также в таком случае нельзя делать длинные ногти. Но, повторюсь, желание клиента превыше всего. Мы предупреждаем и говорим о последствиях. И если клиент соглашается, то оставляем длину как можно короче. Если нет,
то, естественно, наращиваем длину. Мы набираем полигель на верхнюю форму, которую подобрали по размеру. Распределяем полигель по верхней форме таким образом, чтобы в месте, где будет ногтевое ложе, геля было намного больше. Затем прикладываем верхнюю форму к ноготку, ближе к центру. И затем тянем прижатую верхнюю форму к кутикуле. То есть, чтобы пустоту, которую мы срезали, полностью забить полигелем. Затем прижимаем и поправляем верхнюю форму, поворачиваем ручку вверх ладошкой и под ноготком разравниваем и поправляем полигель. Отправляем сушиться в лампу. После просушки аккуратно снимаем форму. Так как мы выложили гель сразу по форме ногтя, а пила здесь немного. Слегка подравниваем торец ногтя и придаем правильную форму. Подгоняем все ногти под одну длину. Мягкой стороной пилочки проходимся вдоль кутикулы и боковых валиков, убирая ступеньку геля, которая вышла из-под верхней формы, и переходим к дизайну. Для этого я беру густой гель или базу и смешиваю с глиттером разного размера. Набираю большую каплю и распределяю по ноготку. Затем кисточкой выравниваю все. Сушим ноготь в лампе и покрываем топом, который также сушим в лампе. Получился готовый блестящий ноготь. Во время носки данного ногтя клиент должен тщательно за ним ухаживать, вычищать всю грязь, которая может забиваться под ноготь, делать ванночки с морской солью. Также вы можете дать средства для профилактики и лечения грибковых заболеваний ногтей. Я заказала это средство, оно помогает довольно-таки хорошо. Средство с натуральным наполнителем от токсинов и грибков. Этим средством клиент должен промазывать под ноготком несколько раз в неделю перед сном. Спустя 3 недели мы сняли материал и видим, что ноготь срос довольно хорошо. На следующую коррекцию ноготь будет полностью сросшим. Мы снова почистили ноготь полностью, сделали коррекцию. Вычищенный ноготок опять же забиваем гелем и ждем следующую коррекцию. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, оно для вас было полезным. Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на мой канал. Также поставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы быть в курсе, когда выйдет новое видео. Пока-пока!